Производитель заявляет, что Halton Cross — это маневренный, динамичный, надежный и качественный электросамокат 2020 года с высоким комфортом поездки. Проверим данное заявление прямо сейчас. Упитанные парни — это, похоже, наш самокат. Вот тебе и городской самокат. Привет, друзья! С вами Роман, испытатель электротранспорта. Вы смотрите видеообзор испытания новинки 2020 года — электросамоката Halton Cross. Проведу реальный тест-драйв, замерю скорость и дальность поездки, подвергну его критическим нагрузкам, расскажу о параметрах и о цене данной модели. Запасайтесь вкусняшками, будет интересно. Начнем с внешнего вида. Красивый, зараза, вот его бы в рамку поставить, а не по собачьим какашкам кататься. Halton Cross можно назвать ярким и логичным продолжением линейки Halton RS01 и RS01 Pro. Он крупнее, он изящнее, а медный цвет придает исключительности внешнему виду. Такого среди электросамокатов еще не было. На мой взгляд, очень смелое и правильное решение. Уже порядком надоели скучные черно-серые оттенки и агрессивный дизайн. По-моему, внешний вид на твердую пятерку. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Из стали здесь только болты, тормозные диски и передняя вилка. Судя по собственному весу в 25,5 кг, самокат явно не женский. Далеко не каждая леди сможет таскать на себе мешок картошки, даже если она потом сможет на нем проехать более полусотни километров. Но и максимальная нагрузка, заявленная производителем, тоже не маленькая, аж 140 кг включительно. Упитанные парни — это, похоже, наш самокат. Что касается роста будущего владельца, он может варьироваться от 120 до 190 сантиметров благодаря возможности регулировки руля по высоте. Но не буду томить, поехали на тест-драйв, испытаем новинку на улицах города. Для начала посмотрим, есть ли расхождение бортового компьютера с показателями GPS. Насколько точно Halton Cross отсчитывает собственный километраж. На одометре ровно 4 километра. Включаем GPS, погнали. Впереди 1 километр пути. Пока вроде ровненько идут. 4,5 и здесь полкилометра. Кстати, необходимо отметить, что здесь установлен 25-амперный синусный контроллер. Самокат способен ехать плавно и практически бесшумно как на малых, так и на высоких оборотах. По итогу, когда на одометре появилось значение 5 километров пройденного пути, по GPS я проехал 975 метров. На мой взгляд, абсолютно допустимая погрешность. Теперь замерим все 3 скоростных режима. Мощность заднего мотор-колеса составляет 800 Вт и по заявлению производителя позволяет разгоняться до 55 км в час. Давайте проверим, так ли это на самом деле с нагрузкой в 95 кг. Первый режим — максимальная скорость 26 км в час. Второй режим — максимальная скорость 39 км в час. И третий режим — максимальная скорость 45 км в час. С небольшой горки мне действительно удалось разогнаться до 55 км. И в обратном направлении электросамокат, не теряя мощности, выдавал 44-45 км. С более легким райдером он, возможно, и разгонится до 55 км в час по ровной дороге. Чувствуется, что он может быстрее. Но скорость, скорее всего, ограничена программно, чтобы электросамокат имел реальный запас хода не ниже заявленного производителем. Но это мы еще проверим. Так, друзья, на одометре сейчас 31 километр 700 метров. Будем считать точкой отсчета. Да, успел накатать, пока тестировал подвеску. Смотрел, как он себя ведет вообще на дороге, какая у него маневренность и так далее. В
общем, начинаем замер дальности поездки на аккумулятор Halton Cross. Посмотрим, сколько он мне даст проехать. Нагрузка будет почти 100 килограмм. На мне сейчас тяжелый рюкзак достаточно с водой. На улице температура 28 градусов. Топовая температура для того, чтобы испытать как раз дальность поездки электросамоката. Ну что, погнали вперед. Точка отсчета, еще раз предупреждаю, по одометру 31 километр 700 метров. Погнали! Ну а теперь, пока я высаживаю электросамокат в ноль, рассмотрим систему управления Halton Cross и настройки бортового компьютера. За безопасность райдера отвечают механические дисковые тормоза на каждом колесе. Диски по 140 мм. Тормозные рычаги расположены по обеим сторонам руля. Левый отвечает за торможение задним, а правый рычаг за торможение передним колесом. Дополнительно имеется и электронный тормоз, который срабатывает при легком нажатии любого из рычагов. Рекуперативное торможение можно отключить или выставить его силу, но об этом чуть позже, во время настроек бортового компьютера. Кстати, обратите внимание на расположение переднего и заднего суппорта. Тормозные колодки на несколько миллиметров выступают за тормозные диски. В принципе, для остановки вполне хватает, но в идеале они должны захватывать всю рабочую поверхность. Тормозной путь при скорости 25-26 км в час составляет 5,5 метров. 5,5 метров. С левой стороны руля имеются две кнопки. Желтая отвечает за подачу звукового сигнала, а красная включает и отключает переднюю фару. Фара линзованная и в темное время светит очень достойно, порядка 30-35 метров вперед. Имеет четкую границу сверху и не будет слепить прохожих, что, на мой взгляд, очень здорово. С правой стороны руля расположен бортовой компьютер с ЖК-дисплеем и курком акселератора, он же курок старта поездки. Включение и выключение электросамоката производится удержанием верхней кнопки питания в течение 3 секунд. Единоразовое нажатие позволяет выбрать отображаемый параметр просмотра: время с момента включения, пробег с момента включения, общий пробег за всю историю жизни самоката или текущее напряжение батареи. Нижняя кнопка при длительном удержании включает и выключает передние ходовые огни и подсветку деки, которая здесь выполняет и роль габаритов. Трубки выполнены из акрила, так что переживать за их прочность я бы не стал. Вот, к примеру, тест акриловой ванны. Повторять не советую, все же пластичность ванны делает свое дело. Единоразовое нажатие нижней кнопки позволяет выбрать необходимый скоростной режим с 1 по 3. В дополнение ЖК-дисплей отображает скорость в режиме реального времени и имеет индикатор заряда батареи. Для входа в меню настроек необходимо одновременно зажать и удерживать обе кнопки. Параметр P0 – диаметр колеса. Должен вас предупредить, дорогие друзья, изначально заводскими настройками параметр P0 установлен на 9 дюймов, при котором я провожу все испытания. Именно при таком значении бортовой компьютер отображает реальные показатели скорости и дальности поездки практически один в один с GPS. P1 – порог отключения питания, вольтаж. P2 – количество полюсов магниты. P3 – настройка электроники, неизменно заводская установка. P4 – единицы измерения, километры или мили. P5 – старт, 0 с места, 1 после толчка ногой. P6 – круиз-контроль, 0 выключен, 1 включен. P7 – плавность старта, 0 выключен, 1 включен. Динамику разгона можно регулировать, но необходимо помнить, чем сильнее подрыв, тем больше расход энергии и, соответственно, меньше дальность поездки. P8 – скоростной диапазон от 1 до 100%. P9 – электронный тормоз, 0 выключен, 1 плавный, 2 резкий. Переходим, пожалуй, к самому интересному – складные механизмы. Рулевая стойка складная и имеет 3 положения. Первое – готов к поездке.
Второе, что-то вроде парковки. Непонятно зачем, ведь здесь есть вполне удобная подножка. Но раз есть, значит кому-то может пригодиться. Третье положение полностью сложен для удобства транспортировки. И здесь необходимо отметить, что с фронтальной стороны за передним колесом имеется жесткий прорезиненный валик, при помощи которого можно устранить люфт всей рулевой стойки в случае его возникновения. Достаточно затянуть два шестигранных винта. Для большей компактности в сложенном положении предусмотрено и сложение грипс на рулевой стойке. Откручиваем муфты, оттягиваем в стороны и складываем руль. На мой взгляд, такой механизм, пожалуй, один из самых удобных и надежных на сегодняшний день. Габариты электросамоката на экране. В сложенном положении высота 37 см, длина 114 см, ширина 20 см. В разложенном минимальная высота 96, максимальная высота 122, длина 120, ширина 60, ширина деки 20 и полезная площадь деки 55 см. Дорожный просвет Halton Cross составляет 10,5 см до болтов на днище электросамоката. Вполне хватает для поездок в городских условиях. Полностью соглашусь с теми, кто считает лишними всякого рода болты на нижней части деки. С другой стороны, лично мне они почему-то никогда не мешали. Наверное, потому, что всегда заранее рассчитываю высоту препятствия, через которое собираюсь переехать, и не гоняю как оголтелый по незнакомой местности. Теперь давайте рассмотрим комфорт поездки. На Halton Cross установлены 10-дюймовые камерные накачиваемые колеса, которые прекрасно сглаживают мелкие неровности. Плюс есть и система амортизаторов, пружинные в рулевой стойке и двойные амортизаторы маятникового типа на заднем колесе. И едет он действительно классно, я не шучу, мягкость поездки по асфальту и плитке просто замечательная. А раз такое дело, грех не затестить электросамокат на бездорожье, едем за город. Так, ну вот, немножечко и бездорожье. Честно говоря, ну идет он вполне достойно. Причем это, наверное, даже не столько за счет амортизаторов, сколько больше за счет именно резины. Резина высокая, накачиваемая. Понятное дело, в сами ямы я не хочу влетать. Я их буду объезжать. Но вот сзади меня Олечка на машине едет. Ей за мной угнаться сложно достаточно. Ввиду того, что я все-таки более маневренный на дороге. Ох, мне кажется, у вас там даже сейчас на экшн-камере картинка трясется. Но куда деваться, друзья? Это бездорожье. В общем, мне, честно говоря, реально нравится. Прям вот. О, да, здесь вообще поездка мягкая. Блин, класс. Я прям реально на это надеялся и рассчитывал. Круто. Да, если нет каких-то прям ям под травой. Прям вот такая вот. О, ребят, да это шик. Супер. Он едет отлично прям. Дорога в поле. Просто прелесть. Да, отлично. Отлично он здесь едет. Вот что я могу сказать. Класс. Вот тебе и городской самокат. Вообще круто, ему реально пофигу. Он прям едет. Красавчик. Так, сейчас будет внедорожная горочка. Блин, вот едет он, ему пофигу. Ему вообще пофигу, он тянет.
Halton Cross имеет 52-вольтовый литий-ионный аккумулятор на 18,2 ампер-часа и, по заявлению производителя, способен проезжать до 55 километров на одном полном заряде в идеальных условиях. То есть ровная дорога, вес райдера до 70 кг, максимальная скорость не превышает 25 км, отсутствие встречного ветра и температура на улице не ниже плюс 25 градусов Цельсия. Да, друзья, таковы идеальные условия в производственных масштабах. Давайте теперь посмотрим, какую дистанцию удалось проехать мне и при каких нагрузках. Все, наверное, не буду я его больше мучить. Сейчас переключимся на одометр и посмотрим запас хода, сколько получилось в итоге проехать. Так, одометр. Ну вот итог. Так, ну по итогу у нас на одометре 75 километров 200 метров. Значит, минус точка отсчета у нас была 31,7. Так, все показатели сейчас вам выведу на экран. Какой получился итог, с какой нагрузкой, при какой температуре и так далее. Все показатели на экране, что у нас получилось по итогу, сколько получилось проехать на Halton Cross. Блин, ну самокат зачетный, прям реально, мне очень нравится. В плане мягкости, комфорта поездки. Большая дека. Ну, посмотрите, прям возможность поставить ногу. Одну, вторую, да хоть третью. То есть реально здесь очень большая площадка. Это очень удобно. Так что даже людям, у кого большая стопа, большой размер ноги, будет реально комфортно. Друг у меня с 45-м размером прокатился. Говорит, реально комфортно стоять. Покатавшись по лужам и грязи, могу сказать точно, заднее крыло короткое. Мне кажется, что это какой-то заговор на рынке электросамокатов. Вот все вроде хорошо, даже люфтов нет, ничего не болтается, запас хода хороший, скорости для города за глаза, самокат стильный, есть все необходимое, а вот крылья делать не научились. И владельцу придется самостоятельно шаманить брызговик. Что касается комплектации, здесь есть 2-амперное зарядное устройство. Разъем находится спереди и защищен резиновым колпачком. Кого-то такое расположение бесит, типа сюда летит вода и грязь. Однако по личному опыту могу сказать, я протестировал огромное количество моделей с портами в передней части деки, и ни одна из них не вышла из строя. Даже в зимнее время года, когда в этих местах образовывается наледь, когда ты едешь и толкаешь перед собой сугроб. Далее в комплекте набор ключей Multi-Tool, инструкция на русском языке и гарантийный талон. Так что для эксплуатации и обслуживания есть все, что нужно. Таблицу технических характеристик и цену Halton Cross на момент съемки вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу.
Подведем итоги. Электросамокат получился отличным по всем параметрам. Для поездок в городских условиях даже шикарным. Но вот единственный минус по заднему крылу уже не делает его лучшим в 2020 году. Наверное, второе место сразу после Kuga X1, где идеально сочетаются цена, качество и технические характеристики. Кстати, обзор на него вы можете посмотреть, перейдя по вот этой ссылке сверху. Поставьте лайк этому видео и поделитесь им в социальных сетях. Вдруг это именно та модель, которая подойдет вашим друзьям. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и электросамокат Halton Cross из магазина Герасмарт. Актуальную цену на момент просмотра видеоролика вы можете посмотреть, пройдя по ссылке в описании к этому видео на официальной странице магазина. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новости из мира электротранспорта. Впереди, как всегда, очень много интересного. Есть? А. Фу. Фу. Упитанные парни, это, похоже, наш самокат. Вот тебе и городской самокат.